Напишем код, который должен удалять элементы из нашего списка. Напомню, на чем мы остановились. У нас есть компонент app, у которого есть данные, массив элементов, который мы используем для списка, для компонента product_list. Соответственно, если мы удалим элемент в этом списке, приложение обновится, и наш компонент product_list_item исчезнет. Сейчас функциональный компонент app не имеет state, и если мы удалим элемент из массива, то React не узнает, что приложение нужно обновить. Для того, чтобы React обновил приложение, массив card нужно сделать частью state приложения. Мы будем вызывать функцию setState, и это в свою очередь будет сигнализировать React, что приложение нужно обновить. Для хранения состояния воспользуемся хуком useState. useState принимает в качестве initial state первоначального состояния массив card. Здесь изменим card на products. Переименуем функцию handleDeleted в handleDeleteItem. Event нам не потребуется. Удалим его. Не забудем удалить и product_list_item. Воспользуемся setProducts для удаления элемента. В setProducts мы должны передать функцию. Почему? Потому что нам нужно установить новый state. А новый state — это старый массив без одного элемента. Но чтобы сделать старый массив без одного элемента, нам, конечно же, надо было знать, какой был старый массив. И поэтому наш новый state зависит от старого state. Поэтому нам нужна функция. И мы не можем просто так взять и передать в setProducts массив объектов. Сначала получим индекс того элемента, который мы хотим удалить. В массиве products ищем элемент по ID с точно таким же ID, который мы получили в аргументе функции. Теперь у нас есть индекс элемента, который мы хотим удалить. Наверняка вы знаете способ удаления элемента из массива. К примеру, так. Так делать нельзя, и проблема вот в чем. Мы нарушаем одно из самых главных правил React. Мы редактируем, мы изменяем предыдущий state. Нельзя изменять state напрямую. Вместо этого нам нужно вернуть новый массив, который содержит все элементы старого массива, кроме того элемента, который мы хотим удалить. И давайте посмотрим, как это сделать.
Метод фильтр лучший способ изменить массив, не касаясь состояния. Он возвращает новый массив на основе условия. То есть, другими словами, метод фильтр не мутирует массив. В нашем случае фильтр проверяет условия ID продукта с ID переданного фрагмента функции и создает новый массив, исключая элемент на основе условия. npm start. Запустим проект. Перейдем в браузер. Удалим смартфон. Удалим ноутбук. Удалим iPad. Все отлично работает. ID уникальны. Поэтому проблем с методом фильтр не будет. Если вместо ID вы захотите передать title, то проблема заключается в том, что если у вас несколько продуктов с одинаковым названием, то вы удалите их все. Есть решение этой проблемы. И давайте покажу, как это сделать. Сначала получим индекс того элемента, который мы хотим удалить. Метод slice не изменяет существующий массив. Мы просто копируем все элементы до нужного элемента, до элемента, который мы собираемся удалить. И все элементы копируем после того элемента, который мы хотим удалить. Таким способом мы удаляем элементы из массива так, чтобы не изменять существующий массив. Перейдем в браузер и проверим. Удаляем смартфон, удаляем ноутбук, удаляем iPad. Все по-прежнему классно работает. Из этого видео нужно запомнить следующее. setState не должен изменять текущий state. Методы, которые мутируют массив, к примеру, splice, использовать нельзя.